Да. Алло. 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 Мама. Мама, говори, пожалуйста, потише. Я тебя плохо слышу, потому что ты кричишь в трубку. Я не бросал жену. С какой стати я ее буду бросать? Я просто уехал в командировку. Я уезжаю в эту командировку каждый год. Ну и что мой винодел умер? Мам, остались кое-какие дела. Откуда такая осведомленность? Мам, нужно привести в порядок его бухгалтерию, чтобы передать наследникам. Ну что за допрос, я не понимаю. Это Эллен тебе так сказала? Она, конечно, мама. Мама, вы обсуждали это. Иначе ты не стала бы мне столько раз сюда звонить в такую даль. Пожалуйста, не употребляй слово фригидный по отношению к мужчине. Научись произносить это слово правильно. Импотенция. Что значит, где я подхватил? Это не инфекционное заболевание. Это всего лишь проблема рефлексов. Да, я был у врача. Он сказал, что у него то же самое. Да, с самого Нового года его собственная жена не возбуждает. Вообще, мама, он сказал, что все будет в порядке, все нормализуется. Что значит когда? Скоро. Кстати, я здесь встречаюсь с одним человеком, который очень хорошо в этом разбирается. Ну все, мам, я не могу больше говорить, все, я тороплюсь. Never know how much I love you. Джордж! When you put your arms around me, I get a fever that's so hard, baby, a fever. Я приехала, Джордж. Минуточку! Давай быстрее! Fever Сейчас иду! in the morning, fever all through the night. Sunlight's in the daytime, moonlight's over. Ну ты скоро, I Уже иду! and no moon tree like in fever. When you kiss me, fever, when you hold me tight. Fever, Как поживаешь, любимая? Прекрасно, а ты? fever all through the night. Everybody. Господи, что ты с собой сделала? Ну, знаешь, Джордж, ты уже взрослый мальчик и должен понять, что детей не находят в капусте. Слушай, ехала сюда целую вечность. Не виделись целый год. Может, это, поцелуемся? Что? Может, поцелуемся, Джордж? Конечно. У тебя все нормально? Вот и хорошо. Слушай, сяду усталая. У меня все прекрасно. Как никогда. Никаких проблем. Никаких. Да? А почему ты днем и в пижаме? Насмотрелся на героев-любовников во фривольных комедиях. И как? Ничего? Ничего. Уже ничего. А что ты так нервничаешь? Да на каком месяце? 10-м? 12-м? Ну что-то в этом роде. Я, между прочим, замужем, Джордж. И ты считаешь, что это тебя изменяет? По-моему, это верх безрассудство приезжать сюда в таком состоянии. Ну извини, пожалуйста, что я тебя разочаровала. Нам придется поискать какие-нибудь другие способы общения. Прекрасно. И что ты предлагаешь? Не знаю. Можем поговорить. Поговорить? Поговорить я и дома могу. А сексом я и дома обеспечена. И, как видишь, это не только слова. Что ты этим хочешь сказать? Хочу сказать, что любой человек может попасть в такую ситуацию, выйти из строя ненадолго. Что значит попасть в ситуацию? Джордж? Выйти из строя ненадолго! Джордж, что с тобой? За последние 3 минуты я 3 раза услышал. У тебя все нормально. Попасть в ситуацию, выйти из строя ненадолго. Что означает твои намеки? Я просто не знала, как рассказать тебе об этом как можно деликатнее. У меня есть 1000
поводов помимо секса, чтобы пересечь всю Америку в таком состоянии, просто с тобой поговорить, Джордж. Ладно, Отвали. извини, ну, господи, я просто в отчаянии. Я так мечтала о нашей близости. Опять? Если мы не можем этим заняться, то мы уже не можем об этом и поговорить. А хочешь, открою тебе страшную тайну? Хочешь? Слишком много сюрпризов за один день. Это тебе понравится. Я тебя видела. Где? Во сне. Когда? Практически каждую ночь. И что это были за сны? Вот это как раз и странно. Всегда одни и те же. Мы с тобой занимаемся любовью, но всегда под водой. Представляешь, всегда под водой, в подвалах, в гротах, в плавательных бассейнах. Вот всегда под водой. Как ты думаешь, это странно? Это был точно я? Черт, это были мы с тобой, вдвоем. Прекрасно. Но я не умею плавать. Как это? Я не умею плавать. Так это. А как это такое случилось? Что значит случилось? Просто не научился, пока был маленьким. Потом было не до этого. Эллен об этом ничего не знала, пока случайно не толкнула меня с пирса в море, и я чуть не утонул. Дети об этом ничего не знают. Когда мы ходим на пляж, я делаю вид, что у меня болит колено. А у тебя болит колено? Нет. А какую гадкую историю об Эллен ты приготовила для меня сегодня? Ну, слушай. Это еда. Как-то мы возвращаемся с нею домой. Так. Ложимся в постель. Так. И предаемся любовным утехам. Так. И ничего не происходит у меня. Я не могу. Ну это же не конец света, правильно? Примерно через полчаса, когда я уже практически сплю, она вдруг говорит: знаешь, милый, когда я выходила за тебя замуж, я думала, что кроме твоих глаз мне больше ничего не нужно. Так вот, знай, это не так. Пошутила. Она хотела тебя рассмешить. Это не смешно. Ты что, импотент, дорогой, а? Господи, когда же это случилось? Случилось? Ну что значит случилось? Это же не какой-то несчастный случай, когда в одно прекрасное утро говоришь: Господи, куда я его дел? Это все происходит постепенно. Но ты не волнуйся, все будет в порядке, все нормализуется. Больной не умер, он просто спит. Стало, я не понимаю, с чем ты меня поздравляешь. Встать, помоги! Я очень тебе сочувствую, мой дорогой. Ой. Господи, что это? Это маленький толкнулся. Конечно. Все меня толкают. Почему бы ему меня не пхнуть? Джордж. Давай поговорим о чем-нибудь другом. Давай. Я закончила учиться. Где? Ну, практически в школе. Я получила диплом о среднем образовании. Ты меня разыгрываешь. Ты меня разыгрываешь. Ты ходила в школу. Ну нет, конечно. Просто первые 3 месяца беременности мне нельзя было вставать. Я подумала, ничего, зря время терять. И вот, будучи прикованной к постели, я доучилась заочно. Смешно. Я бросила учебу, потому что забеременела. А потом опять вернулась к учебе и тоже потому что забеременела. Но самое главное, что я получила диплом, хоть и с опозданием на целых 3 детей. Это что получается? Гарри 4 раза подряд обрюхатил старшеклассницу? Джордж. Может, мне его заложить? Джордж, между прочим, когда я получила диплом, Гарри повел меня на танцы. О. Нет, мы не танцевали. Так потоптались. Он все еще занимается продажей телевизора? Нет, сейчас он торгует страховками. Он так счастлив. Это дает ему достаточный повод видеться с его армейскими друзьями. Стоп. М?
Тебе удобно в таком положении? О, мой дорогой, в моем положении уже не может быть удобно ни в каком положении. Идем вот сюда, здесь тебе будет удобнее. Спасибо. Как ребятишки, как Майкл. Что? Джордж, что с тобой? Все нормально. А, тебя шокирует мой живот. Да нет, все в порядке. Как поживает Гарри? Так мы же только что о нем поговорили. Да, плохую историю о нем ты не рассказал. О, это нетрудно. Очень долго не могла ему сказать, что я беременна. Когда наконец-то призналась, он поцеловал меня в лоб и говорит: завязывай с этим, старушка. Представляешь? Джордж, ты опять? Господи, я себя презираю. Да что случилось? Я смотрю на беременную, 200 футов вес. И меня в жар бросает. Один твой вид меня возбуждает. Господи, Джордж, это самое приятное, что я слышала за последние 3 месяца. Это не смешно. Нет, я понимаю, проделать такой путь, чтобы поддержать живот женщины, с которой ничего не может быть. Мне было 7 лет, когда дядя подарил мне 50 центов. Сломя голову, я бросился в кондитерскую. Когда добежал, она была закрыта! Господи, Джордж, ну разве это не снимает все твои подозрения? Ну? Сама намерение ничего не решает, главное выполнение. Черт, что ты делаешь? Снимаю напряжение. Это невероятно! Что? Невероятно! Ты никогда не говорил, что хорошо танцуешь. У меня были другие способы тебя развлечь. Джордж, если мне не изменяет память, у меня только что начались схватки. Нет. Это, наверное, ты сделала какое-нибудь неверное движение. Это что-то желудочное. Нет, Джордж, это что-то совсем другое. Стоп. Когда он должен родиться? Через месяц, не раньше. Ну, видишь, ну. Господи, как ты меня напугал. Джордж, я должна сказать тебе одну очень важную вещь. Не надо меня успокаивать, я в порядке. А я собираюсь тебя успокаивать. Да, в чем дело? Я буду рожать. Я понимаю. Сейчас! Нет, и как ты? Я буду рожать. Нет, надо, только не сейчас, только не здесь, надо сделать над собой усилие. А я что делаю, Джордж? Вызови по телефону врача. А что мы будем говорить? Мы же не расписаны, как мы будем оформлять бумажки. Джордж! Я рожу с минуты на минуту. Это и нужно говорить, и больше ничего. А ты куда? В ванную. Зачем? У меня нет времени тебе объяснять. Алло. Челмерс, да, это Джош. Это что-то совершенно неожиданное. Моя жена, она была беременна и собирается... В том-то и дело, сейчас, здесь. Здесь ближайшая больница. Так далеко? А вы можете меня с ними соединить? Да, побыстрее, пожалуйста. Стелла, ты как? Стелла! Джордж, я тут. Алло. Я сейчас. Алло, вас беспокоит из отеля Sea Shadows. Я был в своем номере, когда услышал стон из соседнего, я постучал, вошел, а там женщина, которую я до этого никогда не видел. Она рожает, да. Вы слышите, да. Так, конечно, сейчас, минуточку. Стоп, не бросайте трубку. Стелла, им нужна фамилия твоего лечащего врача. Доктор Дуглас. Окленд 5423636.
Алло, доктор Дуглас, Окленд. 5423636. Я не знаю родственник ли это актера. Да, конечно, я помогу, побыстрее, пожалуйста. Стелла, они звонят твоему лечащему врачу, нам надо ехать. Жорж, до больницы мы уже не доедем. У меня только что отошли воды. Господи. Слушай, ты как-то плохо выглядишь. Я надеюсь, ты не собираешься сейчас упасть в обморок, а? Стелла, я никогда не принимал роды. Джордж, соберись и вызови по телефону ближайшего врача. Где здесь ближайший врач? Вызови по телефону ближайшего врача, Джордж. Алло, Челмерс, да, это опять Джордж. Мне нужен ближайший врач. Плевать, что трое, первый попавшийся. Да, побыстрее, пожалуйста. Джордж, я должна сказать тебе одну очень важную вещь. Я рожаю не первый раз. Я знаю. Это произойдет очень быстро. Еще до прихода врача. Я боюсь. Господи, Джордж, я так боюсь. Джордж, что ты делаешь, Джордж? Что ты делаешь, Джордж? Джордж, не смей уходить. Я прошу тебя, пожалуйста, не бросай меня. Джордж! Оставайся на месте! Никуда не уходи! Не собираюсь! Джордж! Господи, только не бросай меня, Джордж! Ой, а что это? А для чего это? У нас с тобой родится маленький. У нас? Да! И ты мне должна будешь в этом помочь. Ага. Держи меня за руки. Держу. Смотри мне в глаза. Смотрю. Стелла, пока мы вместе, у нас все будет замечательно, Стелла. Ты видела, как я замечательно, как я прекрасно танцую. Стелла, ты увидишь. Ты будешь свидетелем, как я здорово принимаю роды, Стелла. Ну что, трахнемся? Что? Ты не понял вопроса? Я хочу тебя прямо сейчас. Подожди, что за спешка? Так, быстро раздевайся и без лишних прелюдий. Что с тобой происходит? Я тебя не узнаю. Зато я тебя узнаю. Слушай, ты тот парень, который приезжает сюда каждый год, чтобы поиграть со мной в карты. Да перестань. Я только что вошел, дай сделать хоть глоток. О, тебя укачало. Самолет попал в зону турбулентности. Нет, я приехал на автомобиле. Из Коннектикута, господи, сколько же ты ехал? Из Лос-Анджелеса. Полгода назад мы переехали на Беверли-Хиллз. Боже, какие перемены. Надоело стоять по колено в снегу. К тому же в Калифорнии гораздо больше денежных мешков, которые понятия не имеют, как себя правильно использовать. Бедняжка. И ты решил приехать и помочь им потратить их деньги. Именно так. Теперь я называюсь специалист по финансовому консалтингу. Ух ты! И как идут дела? Хорошо, грех жаловаться. Что с тобой происходит? С каких пор ты стала такой свободной? Я бы даже сказал, чересчур свободной. Это не свобода, Джордж, это бунт. Я стала активисткой всех движений анти. Lonely freedom! Lonely freedom! Скажи откровенно, ты впала в детство. Наоборот, Джордж, наоборот. Много лет меня преследовала навязчивая идея быть образцовой матерью. Матерью на уровне. Я все в себе давила, ничего не позволяла, все для детей. Все во имя них. Но однажды наступил предел. Мы с Гарри сели в гостях у его шефа. Я села рядом с хозяином дома, у нас завязался интересный разговор, все чин-чинарем, и вдруг
В какой-то момент я заметила, что аккуратно разрезала его стейк на маленькие кусочки. Ты ему не сказала, или ешь, или марш в кровать? Джордж, я перестала задавать себе вопросы. У меня их просто нет. Хиппи перестали мыться, я перестала задавать себе вопросы. Стоп, ты преувеличиваешь. Нет, Джордж, я не преувеличиваю. И вот, не имея к себе никаких вопросов, я, дорогие женщины, вырвалась из дома и пошла искать ответы. Long live freedom! Long live И чему ты freedom! научилась в этих своих общественных организациях? Очень много мы проводим митинги. Митинги? Против чего? Против войны, например, no war, no death, stop killing. Я тебя умоляю! Неужели ты веришь, что если на пляже прокричать антивоенные лозунги, то война во Вьетнаме закончится? У тебя есть более действенный способ? Я приехал сюда не для политических дискуссий. Политика, секс. Какая разница, Джордж? Одни хотят владеть другими. Вот и все. Какая чушь. Тебя послушать, убить человека или овладеть им в постели, какая разница? Все, что ты говоришь, это страшный бред. А ты страшный консерватор, Джордж. Да, консерватор. Да, страшный. А каким мне еще быть, если профессор Гарварда советует моим детям курить анашу, чтобы испытать абсолютное счастье? Если мой второй сын отпускает волосы до задницы, да, так что его путаю с сестрой, со спины это близнецы. Джордж. Если я прихожу домой, вижу кучу молодежи, спящих в повалку на полу, еще неизвестно, чем они там занимаются. Я молчу, я в себе коплю, но внутри колокочет, как мина замедленного действия. Это старость. Что? Старость, мой дорогой. Критиковать молодежь, их нрав, их сленг, как одеваются, как ходят, как дышат. Когда ты последний раз была в кино? Давно я больше по митингам. Знаешь, чем молодежь занимается там во время сеанса? Ну? Трахаться. Прямо там, не стесняясь своих кумиров на экране. Им по 15-16 лет. Сегодня они знакомятся, а завтра уже спят друг с другом. А послезавтра? Пока, может, увидимся. Встреча без обязательств, без перспектив. А у нас с тобой что? 15 встреч! Без обязательств, без перспектив. Как ты можешь сравнивать? Мы расстаемся. Мы же не бросаем друг друга. Да? А как поживает Эллен? Хорошо. Я бы даже сказал слишком хорошо. А какую гадкую историю об Эллен ты приготовил для меня сегодня? Ну, слушай. Нас пригласил к себе в гости один из моих клиентов. Очень крупных, очень богатых, один из этих денежных мешков. Потрясающий дом, куча гостей, среди них много моих клиентов. В какой-то момент хозяева приглашают гостей полюбоваться на их новый бассейн. 25 метров длиной. Все в восторге. Охи, ахи. И вдруг я слышу клич Эллен: ребята! Все в воду! Я оборачиваюсь и вижу, как моя жена абсолютно голая прыгает в бассейн. Нифига себе! Потрясающе! А фигурка у нее ничего? Вполне. Ну и что гости, что гости? Одни отвернулись. Другие стали хлопать. Фотограф, который, естественно, оказался здесь же, начал щелкать аппаратом. Кошмар. Ну а что ты, Джон? Меня просто не стало. Я закричал не своим голосом, она подскользнула. Голая. Потом уже в машине я у нее спрашиваю: какая муха тебя укусила? И она гордо так отвечает: муха свободы. И это туда. Я обожаю твою Эллен. За клиентов не волнуйся, у тебя их будет полно с такой-то репутацией. Но ты, Джордж, ты как ребенок, вцепился в свои принципы, как в детские игрушки. Слушай, раньше ты был сумасшедшим, невероятным, чудовищным лгуном. Ну ты как-то искал себя. Ты перестал меняться, Джордж. Давай поговорим о чем-нибудь другом. Например? Например, о любви. А я думала, ты никогда меня об этом не попросишь.
Джордж. Стелла. Джордж. Стелла. Джордж. Стелла. Что? Ну что? Ты не носишь лифчика. Джордж, ты конченый ретроград, это меня убивает. Я только что говорил, что чту человеческие ценности и достижения. Бюстгальтер – одно из фундаментальных достижений человечества. Слушай, у меня такое чувство, что я попала сейчас в руки одного из тех ограниченных типов, которые голосовали за Голдуотера. Ну да. Что, ну да? Я голосовал не за Джонсона, а именно за Голдуотера. Ты шутишь? Я не шучу, я говорю абсолютно Но серьезно. ты не мог голосовать за этого убийцу, мерзавца и расиста. Прям подпись под карикатуру. Да ты сам. Ты сам. Одна сплошная карикатура. Стой. Ты куда? Ты думаешь, что лягу в постель с придурком, который голосовал за Голдуотера? Ты очень ошибаешься. Собираешься уехать из-за Голдуотера? Как ты мог? Как ты мог голосовать за это чудовище? Он хотел закончить войну. Да! Разбомбив уйму невинных людей. Какие невинные люди? Это же красные. Слушай, они просто хотели вернуть себе свою страну. Мы не имели права вторгаться во Вьетнам. Ну что за либеральный бред? У нас же есть водородная бомба, почему бы нам ее не использовать? Ты серьезно? Вполне серьезно, стереть этих мерзавцев с лица земли. Джордж! В кого ты превратился? Ты стал ограниченным. Старомодным эталадом, ты стал фашистом, Джордж! Я не фашист! Но ты за массовое убийство. Перестань, слышишь? Что же Ты перестань? больше не прежний, Джордж! Я изменился! Почему? Потому что... Майкла убили. Майкла убили? Майкла? Твоего сына? Ну, как такое может быть, Джордж? Он пытался дотащить раненого парня до палатки Красного Креста. В это время снайпер его убил. Мы узнали об этом в День независимости. Алина рыдала. Я совсем ничего не почувствовал. Я думал, это шок. Ударит позднее. Но этого так и не случилось. Остались только злость, жажда мести и бред, который я здесь нес. Я не могу плакать. Я не могу оплакивать смерть своего родного сына. Джордж, Ты прости. конечно, что ты. Я